Привет! В этом видео я покажу, как шить вот такую поясную сумку. Сумку можно носить как на поясе, так и на плече. У нее есть основное отделение плюс внутренний карман. У сумки нет толстых мест, поэтому шить ее можно на любой бытовой машинке. Для пошива нам понадобится перед, спинка, крышка, а также подкладка, точно такие же детали. Из фурнитуры нам понадобятся молнии, бегунки, пряжка, стропа и окантовка. Ну что, приступим к пошиву. Для начала нам нужно нашить карман на подклад спинки. Как это сделать, я показал в отдельном видео, ссылка на него в описании. Далее мы берем деталь переда, кладем ее лицом вверх, после этого кладем на нее молнию, звеньями вниз, выкладываем ее таким образом и сверху накрываем подкладкой лицом вниз. И сейчас будем давать строчку, вот отходя от угла где-то сантиметр, вот отсюда до сюда. Для удобства вы можете скрепить детали булавками, либо зажимчиками. Должно получиться вот так. Лицо вверх, звеньями вниз, подкладка лицом вниз. И начинаем шить. Итак, берем молнию, выравниваем к краю, накрываем подкладкой, заносим под машинку. И мы начнем шить в сантиметре вот от этого угла, где-то вот отсюда. Аккуратненько шьем вдоль края, следим, чтобы основа, молния и подкладка шли вровень. И шьем ровно на лапку. А здесь вот следим, чтобы центр подкладки и центр основы сошелся. Если сошлось, то все отлично. Вот что у нас получилось. Ушли на сантиметр, здесь также. И сейчас оденем бегунки на молнию. Бегунки одели. Теперь нам нужно рассечь вот эти уголки. Вот подобным образом рассекаем с обеих сторон. Итак, что мы делаем далее? Мы берем и вот таким образом выворачиваем. Поворачиваем сюда вот эти уголки. Вот так они должны получиться. Как с лица, так и с изнанки. И будем прошивать вот это место. Итак, вот подобным образом сложили. У нас лицо и изнанка ровно лежат. И сейчас прошьем от уголка до верха ровную строчку. Должно получиться вот так с обеих сторон. То есть ровная строчка вдоль вот этой линии и деталька выложена вот так вот вдоль молнии. Как деталь из основной ткани, так и из подкладки. В итоге у нас получится вот такая деталь. И сейчас мы здесь дадим отстрочку. По всей длине отстрочки не забываем растягивать основную ткань, подкладку и молнию. То есть растягиваем их в стороны, чтобы не получился наплыв. Отстрочка готова. Теперь мы будем пришивать крышку. Перед этим нам нужно найти центр молнии. Для этого складываем вот так детали вровень, складываем молнию ровно пополам и по центру ставим отсечку. Итак, что мы делаем? Берем деталь переда, кладем лицом вверх, ищем центр молнии и совмещаем его с центром крышки, с выпуклой частью. Совмещаем и начинаем шить от центра к краю, потом в другую сторону. И так начинаем сшивать от центра. Сначала одну сторону детали, затем разворачиваемся и вшиваем другую сторону. Аккуратно укладываем деталь, идем от центра до конца. Затем с другой стороны, с обратной, вшиваем подкладку. Вот так вот у нас должно получиться. Теперь мы вот это место рассечем для того, чтобы она лучше вывернулась. Далее мы дадим отстрочку вот по этому месту. Итак, отстрочка готова. И теперь мы будем соединять эту деталь со спинкой. Итак, заносим подкладку, кладем вниз деталь с молнией, сверху спинку. Это место выравниваем и начинаем шить, просто соединяя их. Следим за подкладкой у нижней детали. Следим за тем, чтобы центр на спинке и на переде обязательно сошелся. После стачивания нужно также рассечь этот шов. После того, как мы рассекли, сюда будем вшивать стропу. Но для этого стропу нам сначала нужно заготовить. Для начала заготовим колечко. Для этого берем небольшой кусочек стропы. Итак, что мы делаем? Берем вот этот небольшой кусочек стропы. Также берем стропу себе для образца. И вот что делаем.
обворачиваем этот небольшой кусочек вот так, чтобы мы поняли, чтобы оно как бы, ну так, туго ходило вокруг стропы. И теперь вот здесь дадим строчку. Можно туда-сюда пару раз. После этого снимаем его. И вот здесь сейчас в этом месте можно обрезать поближе к строчке. Берем ножницы и обрезаем. Вот такое колечко у нас получится. Теперь берем большую стропу, сантиметров 80 длиной, и продеваем в это колечко. Так вот, что получается. Ну, вот так вот ходит. Теперь мы в эту сторону загнем стропу и так вот ее подвернем. И также дадим строчку. Вот у нас получилось такое колечко на кончике стропы. Теперь в эту стропу мы будем продевать пряжку. Итак, что мы делаем? Мы берем стропу колечком вниз, с одной стороны, не переворачивая ее, смотрим конец, и сейчас будем вот так продевать в пряжку. Берем первую щель снизу, вторую вот так, и она у нас вот, кончик получается внизу, то есть он по сути должен затягиваться и не уходить. Мы его протягиваем до конца, и сейчас продеваем в колечко. Колечко у нас оказалось тоже внизу, продели. И теперь вот этот кончик свободный мы будем вшивать в сумку. С второй стороны пряжки все намного проще. Берем, отсоединяем и продеваем небольшой кусочек стропы, примерно 10 сантиметров, вот таким образом. И теперь эту сторону также будем вшивать в сумку. Теперь будем нашивать стропу. Длинную берем колечком вниз, мы будем ее подставлять в самый край. И вторую сторону таким же образом вшиваем сюда в край. Лицом пряжка смотрит сейчас вверх. Шьем таким образом стропу немного выпускаем. Так вот в край кверху ее подталкиваем и прошиваем. Таким же образом прошиваем вторую сторону. Вот так вот у нас получилось. Эти уголки мы закрыли. Теперь мы схватим основу, подкладку передней детали строчкой близко к краю. После того, как соединили подкладку у переда, осталось соединить спинку и перед вот по этому месту. Итак, сборка практически закончена. Теперь нам осталось лишь окантовать два среза. Это вот этот вот верхний и вот этот. Итак, берем любую окантовку и начинаем окантовывать срез. Просто складываем окантовку пополам, шьем на обычной лапке. Заносим под машинку, берем, вот так чуть-чуть подтягиваем окантовку. Одним пальцем сверху ее закладываем и прошиваем. Немножко подтягиваем, складываем посередине, верхним пальцем опускаем, держим, проходим. Немножко подтянули, сложили посередине, пальцем опустили, проходим. На поворотах все точно так же. На поворотах просто чуть поменьше расстояние берем. Сложили пополам, пальцем проходим. Окантовка придаст жесткости, плюс сделает срез красивым. Закладываем пальцами, идем. Стараемся, чтобы окантовочный шов не переходил за сборочный. И вот таким образом шьем до конца. Как этот срез, так и второй вот этот верхний. Итак, вот что у нас получилось. Закрывать вот эти срезы или нет, решайте сами. Можете их закрыть. Для этого сначала стропу подогните, а потом также закройте срез окантовкой. А я теперь буду выворачивать сумку. Итак, вот такая поясная сумочка у нас получилась. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, потому что впереди еще множество интересных видео по пошиву.